Всем привет! Сегодня готовим потрясающе вкусную утку с яблоками в особенном апельсиновом маринаде. Такое блюдо всегда беспроигрышный вариант для праздничного стола. Встречайте с ним любые праздники. Я сейчас отрежу уточку, чтобы вы посмотрели, какая она получилась. Посмотрите. Какое нежнейшее мясо. Очень сочное. Утку я подаю с очень вкусным апельсиновым соусом. Этот соус просто идеально подходит к такой утке. Итак, для того, чтобы приготовить эту очень вкусную утку, нам понадобится провести такие два этапа. Первый этап – это замариновать утку на сутки и оставить, чтобы она так стояла. Для этого я, конечно, уже подготовила утку, я ее хорошо помыла, почистила от всех перьев, обрезала вот на крылышках вот эту часть, чтобы она не обгорала. Оставила шею, потому что шею мы любим. И очень важный момент. Посмотрите, не забудьте срезать у утки на хвостике сальные железы. Если вы это не сделаете, вы можете просто испортить все праздничное блюдо, потому что утка может получиться вонючей, особенно если она была домашней. Посмотрите, вот так выглядят эти железы, обязательно их удалите. И для того, чтобы первоначально замариновать утку, мне понадобятся такие компоненты. Здесь у меня апельсиновый сок, свежевыжатый сок, 115 грамм, сок одного апельсина, 100 грамм соевого соуса, 2 столовые ложки меда, цедра одного апельсина. Сразу покажу. Видите, вот я взяла апельсин и аккуратно с него сняла цедру, не доходя до белого слоя, чтобы цедра не горчила. И здесь у меня натертый на мелкой терке имбирь. 30 грамм имбиря. Посмотрите, вместе с соком, вместе с вот этим жмыхом. Вот такой имбирь. Сейчас все смешаем. В миску я выливаю соевый соус, апельсиновый сок, имбирь, цедру апельсина и мед. И все хорошенечко, тщательно перемешаю, чтобы растворился мед. У меня получится вот такой очень интересный аромат. Он получается и соленый, и вот сладкий, и кислый от апельсина. Утка, промаринованная в таком маринаде, будет очень нежной и мягкой. И этим маринадом я заливаю утку. Я влила немного внутрь утки и теперь поливаю сверху. Хорошо вот так вот все промариную. И сейчас внутри у меня здесь тоже маринад. Закрываю миску. И самое важное, утку я отправляю в холодильник, но периодически, хотя бы несколько раз, надо утку достать и перевернуть, чтобы она получилась, в маринаде лежала и верх, и низ утки, в общем, вся промариновалась. И так утка у меня будет стоять в холодильнике сутки, и она будет очень классная. У меня прошли сутки. Утка у меня прекрасно промариновалась. За это время я несколько раз ее переворачивала, чтобы она промариновалась со всех сторон. Здесь у меня также зеленые яблоки с кислинкой, которыми я буду фаршировать утку, и апельсины для украшения. Также утку сейчас я еще немного натру сушеным чесноком. Здесь у меня примерно 2 чайные ложки сушеного чеснока и черным молотым перцем. Также у меня здесь немного меда и корицы, и вы увидите, для чего они нужны. Сейчас в чесночную пудру я добавляю молотый черный перец. Добавляйте перец по вкусу. Я добавлю примерно пол чайной ложки. И этой смесью я сейчас натру еще утку. Я подготовила противень, застелила его фольгой. И сейчас сделаю такую небольшую подушку для утки. Я не хочу, чтобы утка у меня пристала к фольге. Поэтому я хочу сделать именно такую подушечку из яблока.
Яблоко я просто порежу вот такими кольцами и выложу на фольгу. Перекладываю. И уже на эту подушку из яблок я выложу утку. Утку я достаю из маринада. И вот так вот немножечко с нее счищаю апельсиновую цедру и имбирь. Утка просто пахнет великолепно, такой свежестью. Очень классно. Стряхиваю все хорошо и перекладываю на противень. Сейчас я подготовлю яблоки, которыми буду начинять утку. Яблоки у меня небольшого размера. Я разрезаю их всего лишь на 4 части. Перекладываю в миску. В яблоки я добавлю немного корицы, буквально на кончике чайной ложки. Немного меда. Яблоки у меня кислые. Я добавляю примерно 1 столовую ложку меда. Хорошо перемешиваю. Сейчас всю утку я натру смесью сушеного чеснока и перца. Хорошенечко натираю и внутри, и сверху. Вот таким образом. Утку, как видите, я уже не солю, так как у меня был достаточно соленый маринад благодаря соевому соусу. Хорошенечко втираю. Вот меня многие спрашивают, почему я использую чесночную пудру. Потому что она имеет свой такой особый аромат, очень приятный. И, конечно, он отличается от свежего чеснока. Свежий чеснок, конечно, тоже очень вкусно, но именно как специю часто я использую смесь сушеного чеснока. И теперь в утку я заталкиваю подготовленные яблоки. Хорошенечко все проталкиваю и наполняю всю утку. Сейчас утку я закрою бамбуковой шпажкой. Можно закрыть зубочистками, в общем, или зашить, как вам удобно. Можно вообще не закрывать, тогда чуть меньше яблок добавить. Вот так вот закрываю. Вот таким образом. Излишки можно просто вот так вот загнуть или отломать. Получается, вот так мы все закрыли. Утку я закрываю сверху фольгой и отправляю запекаться. Первые где-то часа полтора у меня утка будет запекаться под фольгой. Я ставлю ее в хорошо разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа. У меня прошло 1,5 часа. Я достала утку из духовки. Она, конечно же, еще не готова у меня. Я ее сейчас хочу полить вот этими соками, которые выделились во время жарки. Пахнет все просто божественно. И посмотрите, у меня хвостик утки начал немножко подрумяниваться, и я закрыла его фольгой, чтобы он не подгорал. Сейчас я также еще взяла миску, в которую я отберу немного вот этого вкусного сока с жиром утиным. Он мне нужен для того, чтобы приготовить соус. Отбираю буквально, я не знаю, ложек 10. Сейчас утку я снова закрою фольгой и отправлю в духовку еще на полчаса. Конечно же, вы должны смотреть по размеру вашей утки, по тому, как печет ваша духовка, сколько времени понадобится, чтобы она хорошо приготовилась. И к утке я хочу приготовить очень вкусный апельсиновый соус. И для него мне понадобится вот этот жир, который я отобрала от утки. Мякоть одного апельсина. Здесь именно мякоть, без каких-либо перепоночек, очень чистая. Как почистить апельсин, чтобы получить именно вот такую хорошую мякоть, вы можете посмотреть у меня на канале. У меня есть такое видео. Также здесь у меня 1 чайная ложка полная крахмала, сок апельсина свежевыжатый. Здесь у меня примерно 175 грамм сока. Это сок одного апельсина, и плюс я выдавила еще то, что осталось от первого апельсина.
Также здесь у меня 1 столовая ложка лимонного сока, чтобы немножко усилить кислоту. 1 столовая ложка меда и 50 мл чистой воды. И немного, буквально щепотка корицы. Соус должен получиться такой насыщенный, кисло-сладкий. В сотейник я выливаю жир сутки вместе вот с этим соком. Добавляю апельсиновый сок, лимонный сок, добавляю корицу, мед. Хорошо перемешиваю и довожу до кипения. Соус у меня уже закипает. Я беру крахмал, добавляю сюда воду. Хорошо перемешиваю. И вливаю в соус. Перемешиваю и довожу до кипения. Мой соус закипел, но я вижу, что он у меня получился сейчас не такой густой, как я хочу. Поэтому я добавлю еще немного крахмала. Я развела еще немного крахмала с водичкой и добавляю сюда. Перемешиваю. То есть вы корректируете густоту по вашему вкусу. Я сейчас добавила еще 1 чайную ложку крахмала. И вот как раз вот эта густота мне очень подходит. Когда соус закипел, мне осталось сюда добавить апельсины. Еще раз дам быстро закипеть соусу, и он готов. Обязательно попробуйте на вкус. Как я уже сказала, он должен быть таким насыщенно кисло-сладким. Если не хватает сахара, можно добавить чуть сахара или меда. Если не хватает кислоты, можно добавить еще лимонный сок. Соус закипел, и я его выключаю. Утку я достала из духовки. Сейчас с утки я сниму фольгу. Полью ее еще раз соком и жиром. Посмотрите, какая она замечательная. И сейчас я посмотрю. Видите, у меня крылышки и лапки немножечко подпеклись. Их сейчас лучше тоже закрыть фольгой, потому что сейчас утку я открою, и чтобы они не подгорели. Я беру кусочек фольги и просто укутываю лапки. И точно так же сделаю с крылышками. И сейчас уточку я отправляю в духовку примерно минут на 20, чтобы она подрумянилась. Уточку я достала из духовки. Посмотрите, как она замечательно подрумянилась. Я сниму вот эти вот кусочки фольги, которыми я заворачивала ножки, крылышки. Обязательно, конечно, проверяйте готовность уточки. Я прокалываю ее зубочисткой. Видите, здесь течет абсолютно светлый сок. Утка сочная и абсолютно готовая. Сейчас утке надо дать время отдохнуть. Для этого я ее закрою фольгой и оставлю так примерно минут на 15. И я сейчас попробую. Конечно, я беру кусочек мяса и этот отличный соус. Обалденно. Вы знаете, мясо такое нежное, такое вкусное. Его можно есть просто губами. И все это благодаря тому, что мы мариновали утку целые сутки в этом замечательном маринаде. Мясо пахнет апельсином, имбирем, нежнейшее просто. И невероятный вкус добавляет соус. Он такой кисло-сладенький. Очень вкусный, нейтрализует жирность утки. Получается просто божественно вкусно. Обязательно приготовьте такую утку и, конечно, приготовьте к ней этот соус. Я уверена, это блюдо понравится всем и станет главным украшением вашего праздничного стола. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук. Позитивная кухня. Всем пока!